каким диагнозом она приехала? Детский церебральный паралич, нижний парапарез, атонической статической формы. Вроде как-то так. Да. Ну вот, теперь смотрите, я говорю, что вся проблема в мышцах, не в мышцах ног, не в мышцах рук, а конкретно в мышцах ягодицы и поясницы. То есть если мы эти мышцы заставляем работать, то практически все восстанавливается. Арине 13 лет. У Арины диагноз: детский церебральный паралич, нижний парапарез, атонически астатическая форма. Что это значит? Это значит, что ребенок не только не ходит, но он даже не может стоять на ногах, у него нет опоры. Когда мы пришли на первую процедуру к Арине с Николаем Борисовичем, она не могла ходить, то есть она практически и не двигалась, даже очень мало двигалась. Не встать сама не могла, ложили ее, поднимали ее. Соответственно, из-за того, что она лежала, постоянно отек все время увеличивался. Значит, начинаем с чего? Мы должны воздействовать на ягодицы, да? На ягодицы. Значит, самый лучший вариант – это вот ее сразу положить на пол и встать на ягодицы коленками. Это как бы подготовка. Это мы ничего не делаем, но мы подготовим ее к тому, чтобы потом на эти ягодицы можно их массировать. Вот положите руку. Это сила воздействия. Видите? То есть никакая не слабость. То есть мы туда же мертвые вот ставим в изголовье и сразу две руки. То есть вот то, что вы хотели делать с лицом. Давайте. Молодец. Умница. И у нас остались ноги вот с этой стороны. То есть опускаем. Ноги с этой стороны, эти мышцы, если они будут свободны, то у нее подъем ноги наверх. То есть вот, когда мы отработали, да, то появился вот этот подъем. Не шаг зависит от ягодиц. Вот этот вот шаг, он зависит от ягодиц. А подъем ноги, он зависит вот от этих вот мышц. Именно вот от этих. То есть эти мышцы очень хорошо работают. Давайте. Это хорошо, что ошибки, потому что там эти ошибки будут, и вы их будете. То есть не вот, это вы делаете, да? На самом деле, смотрите, поставил руку и туда. Одной рукой можно, мне одной, наверное, хорошо, проще. Можно одной, можно вот так, смотрите. Если вам удобно вот так, можно вот так. Можно всем чем угодно, можно вот так, это не важно, там кулак, не кулак. Вот видите, вот тогда вот этим местом, вот здесь вот сделайте, вот. Понимаете? То есть так как вам удобно. Вот. И теперь тихонечко поднимайте. Поняли, да? То есть вы должны углубиться туда, как можно глубже. То есть наша задача, чтобы она ее не поднимала. То есть ее где-нибудь надо придерживать. Ну, тут не вставать на нее, просто, знаете, вот как. Да, имитация такая, что она не будет так поднимать. Вот. Отлично. Вот. Видно, как туда входим. Теперь, смотрите, сюда входим и чуть-чуть прижимаем к вот чуть-чуть, вот. Когда с этой стороны, потому что на голову вам придерживает. И вот тогда вот видите, то есть здесь кулаком не надо. Тут вот вы будете делать ребром. Давайте идите сюда и делайте. Вы сейчас увидите, что у вас кулак не влезет, а ребро очень хорошо получается. Голову сюда, вперед. Видишь, она ее убрала. То есть здесь фиксируем голову, чуть-чуть вперед, наклоняем и ребром. Да. Сзади находится, вот на мягком месте. И вот смотрите, видите, как меняется цвет ног.
чуть-чуть Синее. синее. То есть, значит мы попали вот здесь, мы попали в проблемную мышцу. Это упражнение нам нужно там минут на 3. На 2-3 минутки. Ну так вот это фиксировать, вот, не больше, да, вот это вот. Да. Вот, идеально, вот. Вот, изменения пошли, значит попало. Значит попало. Там, в принципе, можно посмотреть, если изменений нет, можно простоять там, минуты 3. И если есть изменения, то, где-то минуту постояла, ушла, все. Ищите удобный поз. Если она будет лежать... А вот так же, да? Да, если она будет там лежать, вы не дотянетесь. То есть, когда ноги делаете, вы ее на самый конец сдвигаете. Я получил, что сзади обработал тоже раз, два, как бы с 3 сторон. Под коленкой обрабатываем отдельно. То есть вообще под коленкой это очень важное место для ходьбы. То есть ей легко будет ходить. Вот 5 минут здесь, 5 минут здесь, это вот прям чисто вот по часам. То есть берете и вот 5 минут обрабатываем. 5 минут обрабатываем. Конфеты будем кушать. Как вам удобно? Пальцами, это я могу пройти. Почему? Потому что я тут определенно делаю угол, чтобы мне не больно было. Если вы будете делать пальцами, у вас или этот сустав заболит. Вы потом сами двигать не будете. Вот, кулаком. Вот смотрите, вы высели, может быть, вам удобнее вот стоя на вытянутой. Да нет, удобно, нет, да? тут неудобно просто. Ну, да, я думаю, что... Берите эту ногу тогда. Это удобнее. Удобнее? Или тоже надо? Это же сдвигается, смотрите, мы можем стол. Вот. Когда стол будет ниже, вам удобнее будет сидя, поняли, да? То есть вы сейчас ее обрабатываете сверху. Сядьте. Вот теперь обрабатываете. А вот теперь вы обрабатываете ее правильно, под углом 90 градусов. Вот так вот. Да, под углом 90 градусов. То есть сверху получается этот угол, и вы ее не проходите мышцы, а вы мышцы должны к кости прижать. Вот сейчас вот, да, вот сейчас вот правильно. Да, вот так вставить. Вставать может схватиться пока первое время. Но ложиться она должна вот так вот. Не вот так, как она на локте сейчас легла. Она может спокойно, там подушка. Она может просто бросить туда свое тело с головой. Ну, только ровно, или вот здесь. А здесь? Поднимайся. Коленки держим. Видишь, она сейчас согнула коленки. Коленки не должны высокие. Вот, поднимайся. Вот, давай. Давай, Арин. Начали работать. Прошло 10 процедур. На последней процедуре Арина уже могла сама практически без помощи садиться. На один пальчик ее подтягивали, она сама уже могла подтягиваться, садиться. Она стала стоять. И когда мама ее держала уже, появилась опора. Когда мама ее поддержкой, она уже стала делать даже несколько шагов. Улучшения есть вот за эти 9 занятий какие? Есть. Ну, во-первых, в походке есть изменения. Ровнее спина, вроде как. Ну, конечно, она слабенькая такая после этого всего. Ну, идет уже видно, что получше. Стала стоять у стены. Стоять с прямыми ногами, ноги вместе. Для нее это тоже была проблема раньше. Появилась уверенность в том, что она будет ходить, правильно? Да. Это же 9 процедур и уже изменения, которые видно непосредственно на, вообще все видно. Сложность работы с такими детьми заключается не в том, чтобы воздействовать на мышцы, не в том, чтобы родители как-то помогали фиксировать, а в самом ребенке. Если ребенок хочет ходить, он будет выполнять все указания, которые я говорю. Арину пришлось уговаривать. То есть сначала ее уговариваешь, она сначала ничего не делает, она сначала сопротивляется, не дает родителям фиксировать. Потом как-то поддается уговорам. То есть практически вся процедура была не только в самой процедуре,
но и в уговорах. То есть, чем старше ребенок, тем труднее делать процедуру. Не саму процедуру, а процедуру, что ребенок или не хочет, или сопротивляется, или ему все равно. Потом, когда уже начались улучшения, вот тогда она начала нам помогать. Результат. Она встала у нас на опоре, то есть она не стала падать, как мешок, то есть она стала стоять и при поддержке стала делать несколько шагов. И это вот практически вот за эти 10 процедур. Но эти процедуры были морально такие тяжелые для меня, для Лилии Александровны, для родителей. Ну, это очень сложно. Поэтому, когда меня спрашивают, можно ли восстановить детей в 13, в 16, я говорю, можно даже бабушку в 99 лет восстановить, если только бабушка захочет. Если ребенок захочет в 16 лет. Другое дело, ребенок 2 годика, 3 годика. Там физически просто можно зафиксировать и его восстанавливать. Поэтому результаты там получаются быстрее. А здесь сколько времени на уговор уходит? Процедура час, 60 минут. На уговоры 40 минут, 20 минут процедура. И то какие результаты. То есть мой метод, он практически может восстановить любую мышцу в любом возрасте. Но только чтобы тот человек, которому я восстанавливаю, захотел именно восстановиться. На данный момент мама Арина с мужем восстанавливают, продолжают восстанавливать Арину сами.